Всем привет, меня зовут Элла. Добро пожаловать на мой канал, где вы можете найти информацию о языках, их обучении, а также о такой далекой стране, как Мексика. Кстати, если вы изучаете испанский язык, то на моем канале вы можете найти достаточное количество видео на испанском языке, как раз таки для практики, только учитывайте, что это именно мексиканский испанский. Ну что ж, а в сегодняшнем видео я вам расскажу о некоторых вещах, которые я не понимала в какой-то момент или же до сих пор не понимаю в Мексике. Оставайтесь до конца этого видео, чтобы узнать, чем, на мой взгляд, Мексика оскорбляет многих иностранцев. Наверное, это вообще нормальное явление, что если ты живешь в другой стране, есть какие-то вещи, которые тебе нравятся и которые тебе не нравятся, и которые ты даже не можешь ни принять, ни понять, просто должен следовать правилам. Именно о таких моментах я и расскажу вам в сегодняшнем видео. Первое, что я не понимаю в Мексике, а именно мексиканцах, а именно о тех, которые живут здесь в Мехико. Наверное, больше 90% людей, которых вы здесь встретите, вам обязательно скажут: «Я люблю холод». Но давайте здесь же и остановимся. Что для них холод? Когда температура падает ниже 20 градусов. 20 градусов тепла, это уже считается холод. А надо вспомнить еще о том, что в Мехико иногда температура может даже доходить до нуля, а то и опускаться чуть ниже. Но тем не менее, большинство людей считает жутким холодом 20-15 градусов. И ладно, если ты правда любишь холод и ты этим наслаждаешься, но здесь же люди мало того, что говорят, что им так нравится холод, но тем не менее, когда температура опускается ниже 20, они начинают жаловаться на то, как же им холодно, но при этом приговаривают, как они этим наслаждаются. Ребята, как-то немножко странно так вот якобы страдать, но при этом тебе это нравится. Это несколько подозрительно, на мой взгляд. Второй пункт. Мексиканцы вообще очень разговорчивы, но если вы хотите найти какой-то повод для общения с мексиканцем, то ничего нет проще, чем заговорить о еде. Мексиканцы могут говорить о еде 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без преувеличений. Причем иногда это доходит даже до таких неудобных для меня лично подробностей, как «что ты позавтракал?». И действительно тебя ждут, что ты сейчас во всех подробностях расскажешь, что же ты завтракал, что, с чем, как приготовлено, с чем подано, а чем ты это запил и так далее, и так далее. Столько нюансов, которые для меня даже кажется как-то неудобными вообще делиться. Это слишком как-то странно, на мой взгляд. Но вообще тема еды — это просто настоящий культ. И это я говорю, несмотря на то, что я очень люблю покушать. Тоже люблю поговорить о еде, но просто не в таких масштабах и не так долго. Так что к этому я до сих пор не могу привыкнуть. И сама лично вряд ли буду кого-то спрашивать, чтобы мне дали все подробности того, что же у тебя было в тарелке на завтрак, обед и ужин. Третий пункт, который я не понимаю и который существует в Мексике, так это то, что Мексика вообще страна, где растет какао. И что может подумать любитель шоколада, что здесь будет неограниченное количество шоколада, и его можно легко достать везде, абсолютно. Что ж, здесь меня ожидал такой не очень приятный сюрприз, что оказывается, несмотря на то, что здесь растет какао, здесь очень много импортного шоколада, как такового мексиканского шоколада, на мой взгляд. Может быть, это неправильно, но мне кажется, его здесь меньше, это во-первых, а во-вторых, он не всегда вкусный, честно говоря, и к тому же он еще и очень дорогой. И говорю это потому, что я привыкла, что в Латвии примерно за 1 евро ты можешь купить такую шоколадку, по крайней мере, в то время, когда я там жила, и это будет вкусная, качественная шоколадка. Здесь же такой же шоколад тебе обойдется где-то в 5, 6, а то и 7 евро. Ну, как-то для меня это, честно говоря, очень дорого за то, что я привыкла покупать за 1-1,5 евро. Как я уже сказала, здесь очень много импортного шоколада, особенно из Америки, но тем не менее, сами цены и качество
мне кажется, не всегда соответствуют, так что в этом плане меня немножко разочаровала Мексика как страна какао, или же просто мои ожидания были слишком высокими. Но при этом я ни в коем случае не говорю, что здесь нет шоколада, здесь есть местный шоколад, очень вкусный, да, но просто, наверное, не в каждом супермаркете и не так легко его можно найти. Пункт 4. В Мексике очень много самых разных соусов, как их называют, сальса. И здесь, правда, огромное количество самых разных вот этих вот соусов, очень вкусных, которые, конечно, очень здорово добавляют вкус еде, что и так сама по себе очень вкусная. Но самое интересное, что практически любой мексиканец, как только ему приносят тарелку с едой, тут же начнет накладывать все эти сальсы себе в тарелку, даже не попробовав еду и даже, возможно, не знаю, сочетается ли эта еда с этим соусом. Почему они это делают, я не могу объяснить, я не понимаю, но, тем не менее, прожив здесь больше 3 лет, я сама это делаю. Почему? Без понятия, но правда, это вкусно и просто это такая привычка. Это нечто, что ты делаешь автоматом. Пункт 5. Ну что ж, как я уже упоминала в одном из своих видео про различия Мексики и Латвии, здесь, конечно, понятие «семья» очень-очень-очень широкое. Здесь правда, что даже некоторые люди, которых, возможно, ты впервые видишь, и это какой-то там племянник бабушкиной тети в 3-м поколении, и даже его ты будешь называть семьей. Я даже по-русски не знаю, как вообще этот родственник может называться, потому что это родственник, но как-то семьей назвать его очень сложно. Здесь же все подряд семья. Помимо этого, здесь могут назвать другом человека, с которым только что познакомились. Когда же мы говорим о действительно настоящих друзьях, обычно в Мексике повторяют amigo, amigo, то есть друг, друг. Надо 2 раза это повторить, чтобы действительно показать, что это настоящий друг. Вместо того, чтобы просто назвать его приятелем, надо повторять 2 раза. Вот такое вот интересное культурное различие можно наблюдать между этими 2 странами. Номер 6. То, что я не понимаю в Мексике, так это их невероятная зависимость от университета. Вообще университет здесь играет, конечно, очень важную роль, потому что это может говорить о качестве твоего образования, это может говорить вообще о твоем уровне как специалиста. Но самое поразительное это то, что даже если ты уже закончил университет лет так 20, 30, 50 назад, несмотря на это, вот эта вот связь между университетом и уже выпускником, она остается невероятно сильной. То есть роль университета действительно здесь просто нереальна, и, честно говоря, это очень странно, когда люди, уже специалисты, которые отработали 30 лет, начинают вспоминать свои студенческие годы, хвастаться своим образованием и так далее. Ну, как-то, мне кажется, вообще в Европе больше принято не столько фокусироваться именно на университете, конечно, образование важно, но, тем не менее, больше фокусироваться на твоих знаниях, на твоем опыте, а не том месте, где ты учился, потому что если это было лет 30 назад, если ты даже учился в самом лучшем университете, но никогда это не применял, то как-то, наверное, ценность этих знаний уже упала просто в силу того, что ты многое, скорее всего, забыл. Но, тем не менее, здесь это тоже такое культурное различие, которое мне тяжело понять. Наверное, само восприятие системы образования у меня несколько другое. Так что, если что, готовьтесь. Мексиканцы всегда с радостью вам расскажут о своем университете вне зависимости от того, сколько им лет. Следующий пункт, который я не очень понимаю в Мексике, так это то, что если ты простудился, то, скорее всего, тебе не дадут больничный. Ну, разве что, если у тебя очень высокая температура, то есть выше 38 как минимум. И что же получается? Во-первых, у тебя на работе есть сотрудник, который, допустим, все время кашляет, либо все равно не может сконцентрироваться на работе, потому что у него болит голова. Так что, в принципе, рассчитывать на то, что этот сотрудник сейчас на все 100 выполнит свою работу, ну, как-то немножко наивно. Во-вторых, сама по себе простуда может и не смертельна, но, тем не менее, то, что мы ее переносим на ногах, то есть вместо того, чтобы
чтобы отдыхать, мы все время в движении, мы все время выполняем какие-то свои повседневные занятия, тем не менее может повлиять на нас самым нехорошим образом и может привести к каким-то осложнениям, которые очень легко избежать, просто полежав дома дня 2-3. Ну и в-третьих, конечно, мне кажется очень странно, вместо того, чтобы одного сотрудника отправить на пару дней полежать дома и вылечиться, пока он ходит на работу каждый день, он уже заразит весь коллектив, да, то есть там 5, 15, 20 человек, вместо того, чтобы просто одного отправить домой на пару дней. И получается, из-за этого одного заразились все, и теперь целый коллектив рабочий не может работать на все 100. А ведь решение было таким простым: пару дней больничного, и все. Так что, мне кажется, от этого никто не остается в выигрыше. Наоборот, еще больше распространяется эта болезнь, хоть это элементарная простуда, между многими сотрудниками, и в итоге, наверное, никакой пользы, никакого толка на самом деле от этого нет. По крайней мере, в Латвии, как мне кажется, я говорю по своему опыту, потому что я видела, все-таки предпочитают обычно людям дать больничный на пару дней, чтобы как раз-таки этот один заболевший не заразил всех остальных, а спокойно вылечился, отлежался дома и потом уже готов был бы приступить к работе. Ну что же, мы подошли к последнему пункту, который, на мой взгляд, действительно можно назвать оскорбительным. Начну с объяснения. В Мексике обычно у людей 2 имени и 2 фамилии. Поскольку я родилась в Латвии, у меня всего одно имя и одна фамилия. С именем проблем вроде бы не так много, но тем не менее с фамилией есть проблемы. Какие именно? У меня часто в разных документах просят указать 2 фамилии, а у меня их нет. Если я просто повторю свою фамилию 2 раза, это будет совсем неправильно. Какое решение тебе предлагают в Мексике? Это поставить иксик вместо второй фамилии. И, кстати, X, или же здесь в Мексике X, могут сказать насчет чего-то, что было так себе. Допустим, как тебе этот фильм? X, то есть так себе. Представляете, теперь у всех иностранцев, у кого нету второй фамилии, нам ставят X. Честно говоря, как-то не очень приятно быть иксом. И, конечно, это больше исключение, потому что у большинства людей все-таки 2 фамилии, но мне кажется, как-то можно продумать эту сторону и вместо оскорбительного икса все-таки придумать какую-то другую альтернативу. Ну что ж, это были некоторые из пунктов, которые мне хотелось рассказать вам, о тех вещах, которые, возможно, я не совсем до сих пор понимаю в Мексике, но которые просто надо принять. Цель этого видео, конечно же, просто рассказать опять-таки о культурных различиях, которые существуют и явно с которыми сталкивается каждый человек, который переезжает жить в другую страну. На мой взгляд, эти различия очень интересные, и проживая их, действительно ты развиваешься как человек и знакомишься с разнообразием этого мира. Если вы тоже сталкивались с подобными различиями, которые, возможно, вам понравились, вам не понравились, которые вы смогли понять или не смогли понять, оставляйте мне все эти наблюдения в комментариях. Ну что ж, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео со своими друзьями. И не забудьте заглянуть на мой канал, чтобы узнать о других видео, которые здесь есть. На этом у меня все. Увидимся очень скоро в следующем видео.